Дот Каур номер 39. Видно, что амбразуры заложены, видимо, после войны зачем-то кирпичом. В лесу погода шикарная, туман. Дот находится рядом, и там дальше будет, если я пойду исследовать, подземный комплекс времен Холодной войны. Вот вход в Дот. Вход оказался немного дальше, чем я думаю. Вот я думал здесь, а оказывается вход здесь. Придется сейчас как-то там пробовать войти. Столько снега, почти в человеческий рост. Хотя конец марта, и сейчас где-то +6. Нет, все же я раздолбил, получилось. Со всей дури нужно пяткой обуви бить по льду, и тогда он разобьется, потому что под ним слой снега, я так понял. Да, вот. А лед это просто наверх сюда вода стекала. Ну вот так вот. Все, я в доте. Очень низкий был у двери проем. Подхожу я к этому комплексу, от дота отошел буквально метров 100, вот он там виден сквозь деревья. Какой-то бетонный круг, и видна возвышенность. Вот она возвышенность. Вот здесь тоже какая-то возвышенность. И вот здесь что-то находится под землей. Сейчас постараюсь выяснить, где это находится именно. Вот можно видеть первую развалину. Опоры от забора, видимо. Повсюду возвышенности. Оттуда торчат люки, видимо, вентиляционные. Вот еще возвышенность. Еще. Здесь что-то таится под землей. Вон там вот вдали большое руинированное здание. Так вот. Это все буквально от автомобильной дороги метрах в 100 тоже. Так, ну и вот я пришел совсем рядом. Видимо, вход в этот бункер. Подземный комплекс. Рядом такая еловая аллея интересная. Старые следы. Пойду изучать. Как запахло заброшкой. Очень круто так. Ничего себе, да. Я нашел это. Коридоры, люки. Круто.
всякие комнаты. Не пойми для чего. Главное здесь не потеряться. Ага, вот оттуда я пришел. Поблуждал и вышел на главную территорию, дорогу. Там какой-то огромнейший прям этаж еще подземный. Гермодвери. На случай ядерного поражения. Так, что, и все, что ли? Я думал, будет больше. Я вышел к другой части. Вот то здание, про которое я говорил. Второе большое. Я, получается, оттуда пришел. Дорога слышна. Снова вход. Ой, ничего себе, там еще что-то. Первый комплекс меня впечатлил больше. Вентиляция, видимо. Иду сейчас вот сюда. Вот еще что-то там вдали виднеется. И вот это здание. Ну, здесь уже ничего, в принципе, интересного нету. Сейчас пойду за вещами обратно и уже двинусь сюда. Вот как это видится наверху. Несколько зданий. Вентиляционные шахты. Вот там бункер с входом. Я прочитал то, что это подземный дегазационный комплекс Каура для удаления зараженной одежды. Вот. В дотах же радиации, вот зараженную одежду как бы удаляли. Вот там душевые были внизу, то, что я смотрел, это, оказывается, душевые кабины бывшие. Вот. Много люков и так далее. Но использовался после войны. Вот. Непонятно, почему тогда Каур.
Отошел чуть дальше, тут очень много насыпей всяких, воронок также, что-то здесь было. И вот подземное хранилище. Я туда спускаться не буду, там внутри ничего нету, но интересно в глухом лесу такое обнаружить. Вот, очень-очень много холмов искусственных. Двигаюсь я по глухому, но хорошему лесу до следующих сооружений, до установки БУК-2 советской. Вот, и здесь видны такие, скорее всего, окопы. И вот это вот прямо такие хорошо выраженная артиллерийская позиция, наверное. Вот вход такой из окопа. Стрелковая ячейка, как это называется. Весьма интересно такое лицезреть. Вот тянется так линия окопов, наверное. Ну и вот так вот. Такое подземное сооружение из листового металла находится рядом с другим бункером, к которому я уже пришел. Вот, но местность такая, конечно, холмистая и труднодоступная в плане рельефа. А лес здесь хороший. Полностью затопленный бункер. Так, ну и вот я подошел к артиллерийской установке БУК-2. Вот она. Какая-то странная штука. Сейчас зайду внутрь. Вот я внутри. Такие сводчатые стены. Вон там с той стороны завалено. Пытаюсь найти проход. Ну или просто камеру запихнуть. По-моему, там проход есть. Придется мне тогда все-таки лезть туда. Ну вот с Божьей помощью я залез. Вот. Через такой узенький проход. Я не ожидал, что будет так интересно. Сейчас я первый раз в жизни туда пойду. Спят, кстати, летучие мыши. Маленькие совсем. Ого. Ничего себе. Здесь даже можно заночевать. Там еще один какой-то выход для вентиляции. Ничего себе. Жесть. Масштабно, конечно, ничего не скажешь. Так, а здесь уже оттоплено. Так, я вот отсюда пришел. Сейчас иду сюда. Гермодвери здесь были. Ого. Ого-го. Здесь были ориентирования, прикольно.
Целый механизм с ручкой. Ничего себе. Какой-то полувелосипед. Мне здесь понравилось даже больше, чем в подземном первом бункере. Вот и все. Вот это какой-то выход. Или лестница здесь, может, была. Полез я обратно. А вот рядом основание под эту точку пулеметную. Чтобы сюда, наверное, снаряд запихивался и производились выстрелы. Вот вон там вход. Как все замаскировано. А вот здесь я, да, закончил видео и кидал сосульку. Все, туда вот подкидывал. Ну вот так вот. Такая загадка. Двигаюсь я к бункеру подземному. Прошел еще одно кольцо такое, яму. Не стал ее фоткать. Вот здесь колючая проволока. Свидетельство тех времен закрытых, уже, наверное, послевоенных. И там тоже на дереве сохранилось. Вот так вот. Интересно. Пришел я, наконец, к подземному комплексу. Вот он, огромнейший такой, еще один. Недалеко от дороги находится. И от тех установок БУК. Вот. Там вот трубы. Вот он такой большой. Сейчас буду заходить внутрь. Вот он такой огромный. Раз, два и третий. Там вход. Я через середину войду. Здесь уже кто-то ходил до меня. Так, ну я пошел. Надеюсь, здесь я не утону. Не утону. Можно это перепрыгнуть. Перешагнул я лужу. Так, ну вот. Третий вход. Ого. Здесь больше 2 метров потолок. Офигеть, как там глубоко. Длинный коридор очень. Длинный коридор. Ничего себе, что же здесь было? Ничего себе. Сохранившиеся баки даже не заржавели.
Воздух, вентиляция, обалдеть. Пойду я пока в тот конец. Тут узкий проем. Атмосфера какая-то здесь давящая атмосфера этой заброшки. Прислушиваешься к каждому шороху, успокаиваешься, что это вода течет. Думаешь, вот будет весело, если сядет фонарик. Но он не сядет, потому что он очень-очень живучий. Сафирн SP40 у меня фонарик. Как в фильме ужасов каком-то. Если фонарик убрать. Ну-ка, если получится. Да. Вайбола, если полностью выключить фонарик. Так. Ладно. К выходу. Точнее, к тем другим ходам. Но я еще не посмотрел. Здесь я был. Вон там я не был. Тут нужно перешагнуть. Так, а это не колючая проволока? Нет. Какие-то уравнения здесь решали. Лампа даже сохранилась. Колодец. Вот то, что капает, ну, в принципе, и все. В принципе, все. Я удаляюсь к выходу. Вот здесь на свет фонаря видно очень много пыли. Это, конечно, неприятно. Пыль здесь вредная. Выход. Да, откуда я пришел.
Здесь как я, по-моему, не был. Да, это вот, как я его назвал, первый вход. Могу, в принципе, здесь выползти. Наверное, здесь сейчас выползу. Какой-то неприятный запах пошел. То ли гарри, то ли что. Ну все тогда. Заканчиваю осмотр и вылезаю. Вот так вот. Я пришел на следующую возвышенность. Рядом здесь окопы. И вот это вот какая-то круглая штука, обозначенная как .каур. Буду искать его здесь. Может быть, его здесь и нету. Или вот это вот какая-то штука, короче, непонятно. Здесь воронка, вот здесь возвышенность. Что-то здесь есть. Похоже, это все скорее на жбот, чем на дот. Я пришел к жботу, каурскому жботу. Проваливаюсь почти до колена. Такой снег на в еловых лесах на севере Питера у нас. Точно это жбот? Может, это какая-то часть земли? По-моему, нет. По-моему, жбот. Ну, судя по форме и по ходам сообщения, но вот так вот здесь вообще ничего не видно, ничего не найти, поэтому я не знаю. Да, скорее всего, жбот. Ну вот он, короче. Так, ну а вот это вот жбот, каурский жбот, я так понял. Вот он, руинированный, не очень большой. Находится совсем рядом с газопроводом, газопросекой. И вот там рядом уже шоссе автомобильное. Все тогда, вот он. Все. Часть осмотра как бы этих дотов закончена. Сейчас я пойду в Сарженку, на заброшенную воинскую часть, и в Аттермяге. А вон там еще впереди доты, я их в прошлом году осматривал всех весной.